Bluetooth наушники с шейным ободком, который имеет силиконовое тактильно приятное покрытие. Ко всему, данная модель оснащена динамическими драйверами на 12,4 мм. Они имеют время автономной работы до 30 часов, быструю зарядку, которая способна дать 20 часов прослушивания музыки всего лишь после 10-минутной подзарядки, водонепроницаемость класса IP55 и микрофон с интеллектуальным шумоподавлением. Со всем этим и не только можно ознакомиться в рекламе к наушникам под названием OnePlus Bullets Wireless Z2. Но как на самом деле обстоят дела у данной модели, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и если вы видите этот обзор, это не значит, что мне нечего снимать, а это значит, что про эти наушники реально у меня спрашивали уже миллион раз, их продают уже давно. Это OnePlus Bullets Wireless Z2. Были когда-то Z1, Bullets 2, Bullets 1, я про них делал обзоры, они мне безумно нравились. Чем хороши шнурки от OnePlus? Они долго живут, у них хорошие микрофоны, у них отличный звук и, в принципе, у них еще и великолепный ценник сейчас. То есть, если вы решили себе брать что-то супер-мега автономное, с чем бегать, почему бы нет? Почему нет? Потому что... Да не почему. Вот видите, какая упаковочка красивая. И вы пытаетесь, допустим, это все, правда, дело разбирать, у вас сразу еще и мозг начинает работать. А что дальше делать? Вынимаете эти наушники, выдергиваете, вешаете вот так, и все, и побежали. За 10 минут зарядки это дело дает вам 20 часов звучания. Это марафон сам, который несколько раз марафон, 5 раз, наверное, могут пробежать. Если брать инструкцию, она вся на китайском языке, уверен, что есть и глобалка, но это не важно. 3 пары сменных амбушюр, одни из них уже на наушниках. Кабель USB Type-C, разумеется, чтобы можно было это все дело зарядить. И какой-то QR-код, скорее всего, не программа. Я у OnePlus программу для шнурков не видел. По ощущениям от материалов нет ничего премиального, и стоят они не премиально. По большому счету, все, что надо знать, звуководики овальной формы, все по фэншую. Почему по фэншую? Вот сейчас это модно, чтобы подходило всем, чтобы ушной канал у нас полностью не забивался. И, ну, мне удобно. Мне удобно. Единственное, нет, амбушюра мне надо побольше, что довольно непривычно. Единственное, да, вы должны понимать, что окружающего мира вы слышать не будете. Вес самое важное. И можно уже заканчивать это гиблое дело. 27 граммов. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылке в описании. Там всегда много полезного. Даже когда курс скачет, мы находим что-то, что выгодно. Условия конкурсов, которых иногда под конец месяца много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами, повторяюсь. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к беспроводным наушникам. В продаже имеется черная и синяя расцветка данной модели. Основные части наушников выполнены из глянцевого и матового пластика. Материалы качественные и кажутся довольно прочными. Сборка отличная. Из минусов только маркая внешняя часть наушников. Дизайн наушников стандартный, но при этом они выглядят хорошо. Кабель качественный, шейный обод упругий, дискомфорта при прослушивании музыки во время пробежки они не доставляют, как в целом и сами наушники при длительном использовании. Длина шейного обода 28 см. Хватит всем. Длина кабеля обода вместе с ним 86 сантиметров. Что касается посадки, она плотная с неплохой пассивной шумоизоляцией. Из ушей наушники выпирают не сильно и во время занятий спортом не выпадают. Если потрясти головой, то наушники не вылетят. Магнитное соединение двух наушников также имеется, что однозначно удобно, так как можно носить наушники на шее и не бояться потерять. Но самостоятельно наушники магнитятся плохо, необходимо самому их состыковывать. Далее, на корпусе расположили микрофон с интеллектуальным шумоподавлением, разъем для зарядки USB Type-C, надпись с тиснением OnePlus, LED-индикатор, который, к слову, во время работы мигает белым цветом, и отключить его я способа не нашел. Последнее — это 3 механические кнопки для управления, плюс за то, что они прорезиненные. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, ответ сброс вызова, вызов голосового помощника и регулировка громкости. В целом все стандартно. Управление удобное и интуитивно понятное. Все кнопки различимы на ощупь. На нажатие наушники откликаются моментально, настроить команды нельзя, так как данная модель не подключается к фирменному приложению. Сопровождают
нуждаются нажатия системными звуками. Летим дальше. Оснащены наушники динамическими драйверами на 12,4 мм, диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность 114 дБ при 400 Гц и 109 дБ при 1000 Гц. Импеданс 32 Ома. Наушники автоматически подключаются после разъединения наушников с ранее сопряженным устройством. Нажимать на кнопки не нужно. Для быстрого сопряжения производитель предоставил функцию OnePlus с анимацией, но, разумеется, только в паре со смартфонами OnePlus. Мультипоинта не завезли, как и датчиков автоматической паузы. Емкость аккумулятора наушников 220 мАч. Наушники можно полностью зарядить быстрой зарядкой за 25 минут, что очень круто. Отыграла данная модель по моим тестам на 75% громкости по кодеку AAC бодрых 24 часа. Про быструю зарядку, я думаю, говорить не стоит. Защита от пыли и брызг стандарта IP55, разумеется, я искупал их в воде, после чего просушил и проверил их работоспособность. В итоге наушники остались живы, функционал работает, звучание не ухудшилось, микрофоны не ухудшились. Но вот блок с панелью управления аккумулятором я не топил и вам не советую. Вообще топить наушники я не советую никому никогда. Bluetooth версии 5.0 из кодеков на борту стандартный AAC и SBC. Через одну стену, как и через две стены, наушники от смартфона не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметная. В играх задержка заметнее, играть в целом можно, но я бы в шутеры не стал играть, используя Z2. Встречала получше наушники для этого. Примеры вы сейчас увидите и услышите на экране. Микрофоны отрабатывают хорошо, так как микрофон находится на блоке с панелью для управления, голос искажается, но не сильно. Посторонние шумы во время разговора не мешают. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы беспроводных наушников OnePlus Bullet Z2, шнурочка на улице. И сейчас вы слышите, насколько хорошо они могут работать. Но напоминаю, что если вы будете бежать, идти и двигаться каким-либо образом, и эти наушники будут соприкасаться микрофоном с вашей одеждой, допустим, у вас худи, то вполне возможно ваш собеседник будет слышать шум. Во всех остальных случаях я считаю, что микрофоны у них работают хорошо. Сейчас, во всяком случае, вы слышите пример на улице. Звучание однозначно басхедное, запаса громкости более чем достаточно. Я прослушивал музыку не выше, чем на 75% громкости. Бас мощный и плотный, ко всему он не мешает остальным частотам. Середина имеет неплохую проработку, сбалансированности звучанию достаточно. Небольшая каша есть, но только на 100% громкости. Глубина присутствует, детальность на хорошем уровне и инструментал различим. В любом случае, звучание, как по мне, отличное. Я бы даже сказал, оно меня прям удивило в хорошую сторону. Из минусов: нет датчиков автопаузы, нет мультипоинта. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она по мне лояльна. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. За просмотр огромное спасибо, за лайк отдельное спасибо, а если еще и колокольчик поставите, я вам просто ура кричу, считайте. Знаете, вы помогаете проекту. Резюмирую, беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z2, учитывая стоимость, как по мне, отличный выбор. Если вам нужны наушники с душкой, удобным управлением, большим временем автономной работы, быстрой зарядкой и отличным звучанием. Еще раз огромное спасибо за просмотр. От меня, девайсу, да, добра и удачи вам, дорогие друзья.